Всем привет. Сегодня у нас расклад. И что ты нашла сегодня, что твоя история изменится завтра? И давайте в долгий ящик откладывать не будем, просто спрошу один вопрос. Как вам новые обложки? И пока вы пишете ответ, мы начнем расклад с вами. Единички. А для сигнификации мы посмотрим, какое скрытое событие или знак ты сегодня получила, чтобы завтра все перевернулось. А тут драка на работе. Ну, тут по-другому не скажешь. И тут не случайный скандал. Нет, ты вот реально вышла из себя. Наорала на коллег, да, возможно, даже на начальника. Теперь сидишь в соплях. И это неспроста. Все в один момент рухнуло. Вот прям вот взяло и рухнуло. Как доверие, так и иллюзии про дружный коллектив, так и твое терпение. Но это не фиаско, братан. Извини, ну не братан, я сестра должен быть, но это мне просто хотелось так сказать. Это фиаско. Но это не фиаско, нет, это сигнал как раз. Сигнал, что завтра твоя жизнь, она начнет ломать эту хреновую систему, в которой ты задыхалась. Вот эти споры, крики, хлопанье дверью, они показали, сколько дерьма ты глотала месяцами. А завтра это аукнется так, что ты не ожидаешь даже. Ты не просто поссорилась. Ты, знаешь, ты запустила цепную реакцию. И вот завтра ты поймешь, что вот этот взрыв, он был необходим, чтобы снести вот эти трухлявые стены твоей сейчасшней реальности. Тот, кто впервые меня смотрит, слово «сейчасшний» в кураптоновском языке есть. Вы можете с другими языками мой язык перепутать, но я с вами разговариваю на кураптоновском. И знаешь, вот по картам не нужно жалеть о том, что ты наговорила. Потому что это не ошибка, это точка отсчета. Теперь главное назад не пятиться и не бежать с извинениями. Вот я согласен, ты сейчас чувствуешь себя разбитой. Но завтра ты увидишь, что вот этот конфликт, он дверь туда открыл, где тебе больше не придется кусать локти от бессилия, понимаешь? Просто запомни, что вот этот пипец, да, он случился именно сегодня, потому что завтра ты уже не сможешь жить по-старому. Поэтому все так бурно и вырвалось наружу. На себя не злись ни в коем случае. Злись на то, что довело тебя до этого. А завтра действуй. Так как завтра твоя жизнь резкий поворот сделает? Знаешь, завтра поворот, которого ты прям не ожидаешь. И речь тут не про работу или бытовуху, нет, ты человека встретишь. И вот не просто встретишь, между вами вот эта искра прохреначит, от которой мурашки по коже. И это не будет мимолетный флирт, нет. Это кто-то заглянет тебе в глаза так, что ты поймешь, что он видит тебя настоящую. Не та, которая пашет, как ломовая лошадь, да, и не та, которая изображает там стерву для защиты, нет, а ту, которая годами прячется за вот этими масками. И все станет с ног на голову. Ты не искала этого, не строила планов, но вот бац, и перед тобой выбор. И знаешь, что самое главное? Не бойся. Твой выбор, он будет правильным. Это будет шанс, знаешь, вот все с чистого листа начать. Понимаешь? Причем с чистого листа там, где ты давно поставила крест уже. И это очень все хорошо. Главное тут, знаешь, осознай, что ты готова рискнуть. Поэтому момент не упускай. Что тебе нужно сделать сегодня вечером, чтобы завтра войти в эту новую главу? Знаешь, пересматривать свои приоритеты.
Вот прям сегодня. Не завтра утром, не там между звонками будильника, да, а вот сейчас, пока ты еще не утонула в мыслях про завтрашний день. Возьми блокнот, там открой, возможно, заметки в телефоне, если этого блокнота нет. И сама себе честно ответь, вот ради чего ты все вот это терпела? И где вообще та грань, после которой ты сказала, вот хватит? Вот запиши по 3 вещи на каждое, которые ты больше там, например, не позволишь. Там на работе, в отношениях, там в своем обычном повседневности, да? А потом 3 шага, которые сделаешь завтра, чтобы закрепить сегодняшний вот этот бунт. И не распыляйся, выбери главное, а потом чаю с медом попей. Включи комедию какую-нибудь смешную, тупую, и заставь себя лечь спать до 23:00. Никаких соцсетей, никакого самокопания, типа, а что если вот это все? Твой мозг, он должен перезагрузиться сегодня. И завтра тебе понадобится холодная голова и нервы спокойные, что очень важно. Понимаешь? Не пытайся сразу все исправить или там гениальный план какой-то придумать. Просто дай время себе усвоить то, что произошло сегодня. Понимаешь? Поэтому сегодняшний вечер, он только для тебя. Я надеюсь, вы не услышали, как у меня сейчас пылесос сказал. Вот. Никаких извинений, кто тебя довел. Никаких, никогда. Ты не должна им ни объяснений, ни оправданий. Просто выдохни. Завтра проснешься совершенно другой, более уверенной, более четкой, понимаешь? Поэтому сейчас расклад. Выключай и посмотри какую-нибудь тупую комедию. Ну а мы переходим ко второму варианту. Двоечки, двоечки. Какое событие, скрытый знак ты сегодня получила, чтобы вот завтра все перевернулось? А тут смотри, как будто тебе вот с утра в рабочее время на работе, как сказать, твой начальник или какой-то важный мужчина в твоей жизни, он вокруг себя крутился, как вот кот вокруг сметанки. И он не просто так закинул удочку, типа обсудить перспективы и прочее. Это прямая заявка на завтрашний разговор, который тебя вынесет прямо из привычной колеи. Ты вот, я тебе по-другому скажу, ты чувствовала, что атмосфера на работе странная? Вот это оно. Скоро тебе дадут не просто задание, а вот как билет в другую реальность. То ли повышение, то ли новый проект, то ли перевод куда-то. И тут нет случайности. Вот именно сегодня этот человек начал намекать на важность завтрашнего дня. Не игнорирует знак, даже если кажется, что начальник там вечно ерундой болтает. Завтра ты проснешься, знаешь, в такой ситуации, где от твоего слова будет зависеть не только твои деньги, да, твои доходы, но и то, насколько ты готова перестать быть винтиком без шпунтика. Приготовься, потому что сегодняшний намек — это вот, как сказать, стартовая черта перед забегом, но о котором ты даже не догадываешься. Как завтра твоя жизнь сделает резкий поворот, о котором ты не подозреваешь? Ну, знаешь, если, образно говоря, тебе вручат ключи от квартир, где деньги лежат. То есть, я объясню, ты думаешь, что вот просто на работу придешь, с кем-то там по делам встретишься, на самом деле тебе шанс будет, который бывает раз в 5000 лет. И речь про деньги, про твой заработок, про твою работу. Я имею в виду, знаешь, тут вот повязано. Больше денег и работы больше. То есть, как будто вот тебе дадут или задание на работе, или премию, то есть что-то такое.
В общем, это может быть даже премия, о которой ты забыла. Или неожиданный бонус, то, что тебя или повысят, или предложат на другую должность перейти. И твоя жизнь резко перестанет быть вот такой вот от зарплаты до зарплаты. Ты получишь рычаги, чтобы вот управлять своим бюджетом как взрослый человек. Но, конечно, не все так радужно. Потому что готовься к тому, что вот за этим последует и ответственность огромная. Тебе быстро решение придется принимать, от которого будет зависеть, превратится ли эта возможность вот в стабильный доход или в трубу улетит. И это не сказка про вот это внезапное богатство, как у Емели дурачка. Ой, Емеля дурачок, как у Емели на печи. Понимаешь? Это будет экзамен на то, готовы ли ты вообще перестать экономить на там кофе, например, да? Что тебе нужно сегодня вечером сделать, чтобы завтра войти в эту новую главу? Знаешь, вот брось все и сядь за стол сейчас. Тебе нельзя сегодня в телефоне тупить или там сериалы смотреть. Блокнотик берешь и пишешь четкий план на завтра. Не просто список дел, да, а стратегию. Во сколько встанешь, что начальнику скажешь, как озвучишь там свои условия, если речь о деньгах пойдет. У тебя в голове каша сейчас из вот этих «может быть это, может быть то, а вдруг это, а вдруг то». Вот это выброси. Ты должна лечь спать с готовыми фразами, с готовыми цифрами, даже с запасным вариантом на случай, если, как говорится, он начнет торговаться. Понимаешь? И давай действуй. Главное сегодня эмоции отключи. Завтра тебя будут проверять на прочность. Там неудобные вопросы задавать, давить возможно, даже критиковать возможно. Твоя задача отвечать как робот. Факты, аргументы, холодная голова. Если сегодня ты не сделаешь этого, завтра провалишься в яму сомнений. Поэтому, знаешь, просто не давай шанса страху. Подготовься так, как будто твоя будущая жизнь зависит от завтрашнего дня, понимаешь? Все ты понимаешь. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки, что ж вы сегодня-то наделали? Сегодня у тебя слезы, истерика, полный разгром в отношениях. И нет случайности здесь. Если если расклад твой, он тебе резонирует, ну, мне очень жаль. Но ты сейчас увидела правду, просто не ту вот сладкую ложь, которая тебя пичкала он последние месяцы, а реальную картину. И этот человек настолько тебя ранил сильно, что уже даже иллюзий не осталось. Все, точка. Десятка мечей — это точка. Полностью, без возможности, как его, возродить что-либо. И больно, да. Но знаешь, в чем фишка? Ты сегодня получила самый важный знак. Ты перестала цепляться за труп этих отношений. Как говорится, лошадь сдохла. Прости меня за такие слова. Ты выжила из себя все слезы. Теперь внутри пустота. Но это неплохо. Потому что я тебе объясню. Завтра вот эта пустота станет местом, куда войдет что-то новое. Ты сегодня как будто вот, как сказать, вылила все какашки из себя. Неприятно, да, агония, да, но зато теперь можешь заживать это все. Понимаешь? Не смей сегодня ни звонить ему, ни писать, не пытайся якобы там что-то обсудить. Просто прими. Сегодня умерло то, что давно сгнило. А завтра новая жизнь, в которой ты не будешь силы тратить на то, что не стоит твоих нервов. Как завтра твоя жизнь резкий поворот сделает? Ну, к сюрпризу готовься.
к тебе прилетит помощь вот с неожиданной стороны. Даже вот ты не думал об этом. Это или подруга, или знакомая, с кем ты давно не общалась, потому что там она замужем, дети и прочее вот это все. Она позовет тебя куда-то. Ну или коллега, который ты считала просто знакомой. Она тебя вытащит, вот, как сказать, тебя вытащит этот человек. Это будет, знаешь, как вот лучик света в темном царстве. Ты просто поймешь, что мир не состоит из одних козлов. Есть люди, которые реально готовы тебя поддержать. И самое интересное, это не просто там поплакать вместе, да? Тебя втянут в какое-то дело и тусовку, где ты встретишь тех, кто вот станет твоим новым окружением. Не удивляйся, если завтра вечером ты уже будешь сидеть, как говорится, с бокалом компота в компании людей, и которые тебя будут заряжать новой энергией. Самое главное, позовет, не отказывайся. Ни в коем случае. Что сегодня вечером нужно сделать, чтобы завтра войти в эту новую главу? А у тебя реально завтра новая глава. Тебе, вот как сказать, вот это слово такое, когда не, не полезное питание, а тоже такая же противная хрень, этот детокс. Детокс. Вот тебе сегодня нужно детокс. Причем не для тела, да, а для мозгов. Собери всю себя в кулак, спокойно садишься и подумай, какие шаги сделать завтра тебе нужно, чтобы не дать прошлому снова тебя накрыть. Ни в коем случае не придумывай, как ты к нему вернешься, что ты там запостишь к себе в соцсеть, чтобы он ревновал. Не надо вот этого детского. Истерик тоже не надо. Не надо рыть яму в воспоминания. Почту проверь сегодня, оплати счета, подумай, кому там можно позвонить завтра насчет работы, жилья, насчет встречи той же самой. Главное, не перестарайся. Не пытайся решить все проблемы за одну ночь. Твоя задача — это почву подготовить, понимаешь? А остальное на завтра оставить. Если почувствуешь, что начинаешь нервничать, остановись, чаю выпей ромашкового, моего любимого. Включи там сериал какой-нибудь смешной. Но знаешь, не дай эмоциям сожрать тебя целиком. Потому что завтра вся твоя стойкость понадобится. Поэтому ложись спать. Сейчас вот посмотрела расклад, ложись спать. Я с тобой тоже лягу. Ну, в смысле, не с тобой, а тоже лягу сейчас. И все. С глаз долой убери все, что напоминает о бывшем. Да, он тебе бывший. Подарки убери, зубную щетку. Как я делал, вот зубной щеткой, как называют, ботинки почисти. Удали общие фотки из соцсетей. Не чтобы забыть, а чтобы вот завтра, когда начнется новая жизнь, тебе ничего не мешало дышать полной грудью. И, конечно же, помни, что я всегда рядом.